Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео, по сути дела, практическая работа по пчеловодству, в которой я покажу, что необходимо обязательно сделать сейчас, в марте месяце. Сегодня на календаре 23 марта. Исходные данные – это тепло, где-то плюс 14. Пчелы вылетают каждый день, идет облет, идет весеннее развитие. И наша задача в первую очередь обеспечить пчел кормами, чтобы не пропустить недостаток кормов и не натворить глупостей и ошибок. Потому что очень многие там начинают лить сиропы, стимулировать и какие-то еще там вещи делают, что-то подкладывают и так далее. Я объясню, как сделать правильно, потому что начинающий пчеловод, увидев разные видео без каких-то четких объяснений, аргументации и вводных данных, может наделать множество ошибок. Часто говорят расширять или сжимать, кто-то сжимает по методу Блинова, не понимая, как это работает и зачем это нужно. Кто-то действует так, и у него уже там и заставные начинают грызть, потому что семья не вмещается. А я осмотрел свою пасеку, нашел конкретно те семьи, которые нам сегодня будут как наглядный образец, пособие, и я на этих семьях покажу, что необходимо делать, а чего делать не нужно. У меня есть также рамки, которые будут нам кстати и помогут нам показать необходимые вещи. Есть вот такие вот элементы, это попозже покажу зачем и к чему. Есть заставная, стамеска и учебные рамочки, на которых я хочу вам показать некоторые моменты. Значит, в каком состоянии у нас могут быть семьи? После осмотра полного пасеки я разделил семьи на 3 группы. Такая же ситуация может быть и у вас. Ваши семьи будут относиться к одной из этих 3 групп. Первая группа семей – это те семьи, которые не нуждаются в каких-то дополнительных вмешательствах. Вторая группа семей – это те, которые слабовато перезимовали и нуждаются в каком-то сокращении, ужимании или же каких-то нюансах по кормам. И третья группа семей – это те семьи, которые нуждаются в огромном количестве корма, которые стартанули резко, пошли в развитие, там хорошая семья, хорошо перезимовала, кроме того, она является сильной семьей на данный момент. Начнем с тех, которые, я назвал их первыми, которые ни в чем не нуждаются, эти семьи, и я вам сейчас их покажу. Но перед этим рассмотрим теорию, рассмотрим рамки, каким образом они вообще устроены сейчас в гнезде пчел. Значит, рамки стоят у нас вот таким образом в улье. Передняя стенка улья и задняя стенка улья. Пчелы движутся у нас от передней стенки к задней. Эта рамка зимовала не в улье, поэтому она немножечко выглядит по-другому. В ульевой рамке еще вот здесь вот может не быть меда. И вот здесь его остаться больше, потому что изначально с осени она была заполнена до конца. И поэтому может быть вот такой вот как бы условно называемый полумесяц меда, который вот в этой части у нас остается. Пчелы съели вот этот корм. Вот в этом секторе темном они съели корм. Чем они сейчас там занимаются? Там, возможно, 3 варианта. Чистят ячейки. В ячейках нет ни яйца, ни личинки, ни печатного расплода. Чистят, подготавливают под засев матки. Такие рамки, как правило, стоят ближе к краю гнезда. В центре пустых может уже не быть. А дальше идем, листаем к центру гнезда, там уже есть яйца и личинка. И в самом центре уже может быть пятачок с ладонь запечатанного расплода. Все зависит от силы семьи, индивидуальных особенностей и того, как они у вас там начинали развиваться. Значит, не будем на этом заострять внимание. И, конечно же, все это перечисленное кроется, должно крыться полномедными рамками, которые у вас полностью еще запечатаны медом. И вот наша задача эту теорию, вот такое идеальное положение гнезда на данный момент, увидеть, рассмотреть и понять, что же необходимо сделать с этой семьей. Итак, поехали. Открываем семью, смотрим первую рамку, которая у нас стоит с краю. Есть у меня еще одна такая, представи, вот это, кстати, представим, она у нас с медом вся, запечатана медом. Открываем, смотрим. Все в меде, ничего не делаем. Отставляем рамочку, стамесочка отодвинули, посмотрели на следующую. Если там уже вот такая ситуация, то есть там уже пустая рамка, и там уже есть
потребленный корм, вот тогда необходимы определенные действия. Итак, что же может произойти, что может отклониться от нормы? Март-апрель месяц – это такие месяца, которые могут ввести любого пчеловода, начинающего, неопытного, в заблуждение своей температурой и их перепадами. Сейчас может быть плюс 20 и начинают уже там сироп лить, подкармливать, стимулировать, наращивать максимум расплода, а потом бац и мороз. И не знают, что делать, и боятся, что пчелы на расплоде могут погибнуть, потому что за счет интенсивного выкармливания часть пчел может отойти раньше, чем выйдет новое поколение. И, соответственно, когда пчелы сожмутся на расплоде, уже они не смогут достать мед. И вот такие рамки, которые я показал, что она вот здесь пустая, пчелы ее чистили, они с нее могут уйти, если будет рамок больше, чем пчел, либо же остаться на ней, но на голой рамке. Да, здесь есть небольшое количество кормов, но будут они греть преимущественно на этих рамках центр гнезда, потому что им необходимо создать тепло 35 градусов вокруг расплода. Поэтому вот такая рамка медовая, которая стоит кроющей одна, она обязательно должна у нас цепляться пчелами, захватываться пчелами. То есть при возвратных холодах, которые могут наступить внезапно, даже вопреки прогнозу погоды, например, вы смотрели, должно быть тепло, тут бац, все поменялось, резко налетел циклон, антициклон, все дела, и все изменилось в обратную сторону. Итак, что нам необходимо? Нам нужно, чтобы с крайней рамкой, которую пчелы освоили, на которой они находятся массово, которую чистят, убирают, но она маломедная, нам нужно, чтобы с этой рамкой, обязательно с такой полной пчелы рамкой, стояла рамка с медом, который они смогут взять из этой улочки, чтобы отсюда мед пошел на рамку, на эту и на другие рамки. Они там передают через переднюю стенку, через верх, это уже нюансы. Вот в таком случае мы сможем семью подстраховать. Во-первых, мы ей даем корм на развитие, то есть за счет этого меда семья будет питать абсолютно все рамки с расплодом, выкармливая этим медом. Поэтому наша задача посмотреть, чтобы эта рамка была не в единичном случае, то есть не одна кроющая, обязательно как минимум должно быть 2 рамки с медом, чтобы у вас не было голодание семьи, потому что неделя тепла, интенсивного лета пчел, и они могут выбрать эту рамку буквально за неделю-две, употребить ее на расплод, если пчелы интенсивно развиваются. Поэтому как минимум 2 рамки меда должно быть со стороны гнезда. Гнездо – это непосредственно расплодное ложе, которое они либо уже засеяли, либо конкретно подготовили под засев, и оно будет засеяно сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому 2 рамки с медом с этой стороны, потом идет расплодное ложе и 2 рамки с медом с другой стороны. Это считается тот минимум по кормам, 8 килограмм и плюс, то есть то, что они могут взять непосредственно из гнезда. И это является самой лучшей стимуляцией для интенсивного бурного весеннего развития. Почему? Потому что этот мед не считается пчелами чем-то извне. Они не борются за него, выходя после ночных похолоданий и заморозков за заставную, пытаясь его там согреть, выцарапать, выколупать и обязательно притянуть его в гнездо. Оно здесь подогрето, они его берут и спокойно выкармливают расплод, они обеспечены кормом. Также есть еще одна страховая ситуация, но я ее покажу непосредственно на сильной семье. Значит, наша задача, чтобы у нас в гнезде обязательно были корма. И вот теперь идем по всем 3 случаям, по всем 3 семьям, которые могут возникнуть и на вашей пасеке в том числе. Перед вами семейка, относящаяся к первому условному типу, который не нуждается ни в каких работах, ни в каких изменениях. Что мы здесь видим? У нас здесь 2, 4, 6, 7 рамочек пчел. Мы видим пчел в каждой улочке, они находятся. Та страховочная, стимулирующая, подкармливающая, лечебная лепешечка канди лежит, вот оно разогретое, тепленькое. Здесь есть расплод, они прям очень хорошо греют, прям очень тепло. Вот они там сидят. Значит, при осмотре, понятное дело, я пленку снимал, смотрел, что и как. Сейчас мне бы этого не хотелось делать, потому что прям очень сильное тепло идет, чтобы его не выпускать. Но ради вас, ради научных моментов покажу. Значит, что здесь находится. Как правило, вот эти 2-3
рамочки в центре, они с расплодом в какой-то той или иной степени. Яйцо, личинка, печатный расплод, печатный в центре, личинка, яйцо по вот этим вот рамочкам. И дальше идет пару рамок с медом. Я всегда делаю именно так. Если семья слабая, то я могу убрать у нее какую-то самую пустую рамку, например, вот одна с медом, другая чуть меньше меда, а на третьей ничего нет, пустая, они там ее чистят, шлифуют, но матка не разогналась, вот здесь мало расплода, мало засева, я эту рамку пустую убираю, подвигаю тогда эти две рамочки сюда, чтобы у меня мед был рядом с расплодом, а вот эту пустую убираю, тогда проблем никаких не будет. Куда же она будет сеять, вы спросите? А они отсюда мед выберут на этот расплод, и потом вот эту засеют, и когда пройдут холода, семья разрастется, пополнится, я им тогда добавлю сюда рамочку. Почему в этой семье за заставными, вот это заставные, нет меда? Потому что вот в этих рамках очень много меда, и этой семье ничего не нужно. Если я добавлю сюда рамку, расширю семью, это будет лишней работой. Будет рамка с медом просто стоять, никому не нужная. Пчелы ее слишком сильно там обсиживать, разогревать не будут. Покажу сейчас сбоку, как я это определяю правильно при осмотре семьи. Благодарю тех моих подписчиков, которые всегда благодарят, пишут комментарии, говорят, что вот наконец-то человек показал, все действительно показал. Я стараюсь показывать так, чтобы всем было понятно. Итак, вот она заставная. И я смотрю, стараюсь не беспокоить семью. Вот посмотрите, там мало пчел на этой рамке, то есть они ее не обсиживают полностью. Соответственно, расширять эту семью, чего-то ей добавлять абсолютно не нужно. Эта семья не обсиживает все рамки. То есть она перезимовала, но рамочка у нее это, можно сказать, про запас. Я хочу очень аккуратно достать, чтобы не беспокоить пчел. Посмотрите, здесь есть мед. Он полностью, они там выбирают более жидкий. Остается еще какой-то, даже вот та рамочка еще не полностью обсижена пчелами с этой стороны. И вот так вот две рамки с медом, с кормами. И уже на той рамке я вижу расплод. Если там есть расплод, то вот этих кормов им вполне достаточно для того, чтобы продолжать развиваться. То есть такой семье первый признак по количеству пчел. Семья не ломится. Можно было бы как бы забрать эту рамку, но я вижу, что семья не безнадежная. Они просто сидят вот так спокойно, выкармливают расплод. С этой стороны то же самое, но с этой стороны пчелок побольше. Но у них полномедная рамка, полностью запечатанная. То есть первый пункт, который я для себя отмечаю, это излишнего количества рамок нет, а мед есть. Вот эти 4 рамки, они точно с медом. То есть эта семья у меня голодать не будет. Они не находятся в каком-то таком критическом состоянии. Здесь половину лепешки взяли. И если же будет возвратное похолодание какое-то, у них над головой есть корм, они смогут им питаться, поддерживать энергию. И также есть корма рядом с расплодом. Еще одна семья, в которой я ничего не делал. Такая же ситуация. Здесь даже меньше рамок. Здесь 6 рамок стоит. Пчелы поджаты, все хорошо, лишних рамок нет. Поэтому в данном случае они также развиваются. Слышно по температуре, расплод есть. Я отодвигаю одну рамку, вторую или одну, там вторую с этой стороны и смотрю, есть ли там засев. То есть первая задача проверить наличие матки. Если расплод есть, засев есть, соответственно, проверил по кормам и придвинул. Не нужно разбирать все гнездо, не нужно там лазить. Ошибка начинающих пчеловодов в том, что насмотрятся видео о весеннем сокращении гнезд для того, чтобы быстрее развивались, и начинают там перебирать все рамки, выстужают гнездо по такой температуре, потом смотрят, что там оставить, чего забрать, нарушают баланс этот температурный у пчел и берут еще, сокращают, оставляют только расплод в центре, а корма выставляют за заставную или оставляют здесь по одной рамке. Тепло держится 3, 4, 5 дней, неделю. Мед отсюда уходит, идут холода, пчелы сжимаются, ни заставную они не могут выйти, взять мед, ни
с этих рамок взять, потому что там уже пусто. Поэтому наша задача обеспечить оптимальное количество рамок, чтобы пчелы их везде обсиживали, везде были. Вот. И обязательно не убирать те рамки, которые они могут употреблять в пищу. Значит, вот эти семьи ни в чем не нуждаются, нет у них ни корма за заставной, ни каких-то дополнительных моментов они также не требуют. Следующий, второй вариант, группа семей, которая может быть у вас, те, которые слабо перезимовали. Ну, у меня эта семья и уходила не сильной, но в данном случае вот они занимают всего лишь 3 рамки. Я эту семью даже убирал в зимовник, для того, чтобы они немножко экономнее перезимовали. А какая здесь ситуация? Эту семью нужно полностью разобрать в таких малорамочных семьях, отводках, которые зимовали на 3-4 рамках. Бывает такое, что полностью вот эта улочка, 1-2 прошли до самого центра, там ничего нет, и матка сеет с одной и другой стороны, и вот на этих рамках тоже бывает нет кормов. Что я делаю? Я либо эти рамки переворачиваю обратной стороной, чтобы мед был у них в этой улочке, либо заменяю на медовые рамки. Тут стоит одна страховочная, это я еще давно ставил, которая как бы страховочная по кормам. Но в принципе она здесь не нужна, они на нее не пойдут, потому что здесь достаточно кормов, плюс лежит вот эта страховочная подкормочная лепешечка. Это вот такая ситуация со слабышами. Что я делаю с сильными семьями? Эта семья у меня вот стоит на весах, и я, так сказать, онлайн получаю в сутки 4 смс-ки и вижу, что здесь идет интенсивное потребление кормов. Всего у меня на пасеке 3 весов. Одни стоят под сильной семьей, одни под слабой, одни под средней силой. Но это сделано не прям так для такого конкретного. Ого, ничего себе. Это редкий момент. Вот она, матка наверху. И она перелазит через верх рамки, только вот ушла, видимо, от цвета, перелазит через верх рамки в другую улочку. Первый раз такое увидел, кстати. Значит, вот она семья. С ней я все манипуляции уже сделал вчера. Как она выглядела? Эта семья по показаниям весов потребляла примерно 1,3 килограмма в неделю корма. За последнюю неделю потребила. Это довольно-таки хороший показатель. Много меда они взяли. И я решил обязательно осмотреть всех. То есть вижу по моим показаниям, эта семья 1,3 килограмма, та семья, которая такая ниже средней силы, 600 грамм взяла. Поэтому решил посмотреть, что здесь и как. Значит, эта семья стояла с заставной. Специально ее вам также в кадр решил показать, чтобы объяснить ситуацию. Здесь было 2, 4, 6, 8, 9. Сейчас здесь было 7 рамок. И была заставная. Также лежала лепешка, которую я предварительно всем разложил в один и тот же день. И вот они таким образом у меня сидели, плодились и размножались. Отодвинул я заставную вот эту. Увидел, что у меня есть 1 рамка с медом. Половина рамки выбрана уже. И дальше пошел расплод. Всего из 7 рамок я насчитал 4 рамки с расплодом. Причем не просто там где-то яйцо кинуто. Там 2 рамки полной печатки. И 2 рамки печатка, личинка и засев. Одна там печатка, личинка, одна конкретный засев. В такой ситуации, когда я вижу, что эта семья, она в принципе у меня с прошлого года рекордистка, именно под нее я поэтому и весы поставил, чтобы ориентироваться на сильную семью среди сильной, слабой и так далее. Тут своя методика. Короче, чтобы не пропустить эти моменты по сильной семье, что я сделал? Я оставил эти 4 рамки расплода, как они и были, не меняя порядок, убедился, что там все хорошо, и забрал те рамки, которые были маломедные. Я убрал маломедные рамки, одну поставил за заставную, для того, чтобы пчелы с нее забирали мед. И добавил вот сюда 2 медовые рамки. Убрал заставную, потому что семья уже сейчас насчитывает 9 рамок. То есть, по сути, по терминологии пчеловодства я ее расширил. То есть, я как бы добавил рамок. Но само расплодное гнездо я не расширял. То есть, я добавил 2 рамки меда, сдвинул 4 рамки расплода
и оставил еще мед. Одна маломедная рамка, в которой матка будет сеять, раз она так интенсивно сеет, ей нужна рамка под работу. Я оставил и еще 2 рамки с медом. И вот еще одна рамочка также для пополнения кормов. То есть с такой сильной семьей я поступил именно таким образом. Посмотрим, чтобы не говорили там какие-то злые люди, а они всегда находятся, как правило, что я там показываю, рассказываю какие-то сказки. Если вы видели семью, первую я показывал, там пчел мало сидело и на медовой рамке, то здесь показываю пчелок на рамке за заставной, которые забирают все это дело отсюда, обсиживают рамочку с 2 сторон, берут ту жидкую фракцию, которую они там нашли. Что по количеству пчелки также покажу. Очень бы не хотелось раскрывать эту семью, но показываю. Вот они, пчелы на заставной. Они ее, к сожалению, даже... А не, это с прошлого года погрызанная. Вот. И пчелки сидят там. То есть улей полон пчелы. И на данный момент здесь идет интенсивная работа по выращиванию расплода. Возвращаю на место датчики. С такой семьей никаких проблем по кормам не может быть, потому что они обеспечены медом со всех сторон и есть запаска за заставной. И я им обязательно даю вот эту вот вторую порцию пасты, содержащей витамины, минералы, микроэлементы для подкормки. Если будут морозы, вся эта семья, имея такую мощь, которую она имеет, свободно достанет мед и из рамок по бокам, и сможет продолжать питать расплод вот этой вот подкормочкой. Почему я не... Итак, друзья, основная задача по пасеке выполнена. Пчелы обеспечены достаточным количеством корма. И почему я не даю сироп, почему... Ну, очень многие говорят, что сироп – стимуляция. Это так и есть. Просто есть определенные сроки. И на данный момент ничего пчел не простимулирует так, как тепло и вылеты. Я уже об этом говорил. Если будут вылеты, будет способность очистить кишечник, то тогда обязательно матка будет продолжать сеять. Если мы дадим сейчас 200 грамм сиропа в день через день, это никоим образом не ускорит матку, потому что еще идет наращивание интенсивности засева, то есть матки разгоняются. Во многих семьях, которые я осмотрел, 4 рамок расплода еще нет, есть 2-3 рамки расплода, и даже попадались такие, у которых расплод только начался. Поэтому сироп, который будет поступать извне, только будет побуждать пчел вылетать в прохладные дни, когда они не летают там до обеда, и также будет нагружать пчел тем, что если вы даете им обычный сироп, не инвертированный, то они будут изнашиваться на его ферментации и переработке. А пчелы, которые вышли из зимовки, еще к этому не способны. Для их кишечника лучше всего тот мед. И, кстати, у меня в рамках, там, где находится жидкая фракция, там, где ее можно рассмотреть, что-то такое жиденькое, это инвертированный сироп, который они залили поверх уже кристаллизованного меда подсолнуха. И вот это все, что блестит, это инвертированный сироп, который начинали заливать в эти рамки. После осеннего сокращения я эти рамки убрал. В них также здесь содержится перга местами. Ее можно увидеть даже вот здесь вот невооруженным глазом. Видно, сверху ничего не залили, она хорошо сохранилась, нет никакой плесени. Вот такие рамки сейчас являются самой лучшей стимуляцией. Какие дальнейшие действия правильные? Значит, обеспечили гнездо пчел, чтобы внутри у них обязательно были корма. Обеспечили за заставной рамочки, и потом вы не разбираете пчел, не смотрите, там нечего смотреть. До самого апреля месяца у вас они обеспечены. То есть вот эти все процедуры, которые я сделал, они минимум на 2 недели. Вы потом раскрываете гнездо с одной стороны, там, где есть за заставной рамка, вы ее достаете и смотрите, все забрали или нет. Если она еще так себе, там есть еще что взять, вы можете поставить вот такую малометку туда, повскрывать крышечки, простимулировать, как бы, чтобы они начали отсюда забирать, даже попшикать теплой водичкой можно и оставить. Будут интенсивнее забирать. Но, в принципе,
даже и добавлять особо-то ничего не нужно. Если рамка полностью голая, они все оттуда забрали, обязательно ставите вот такую вот рамочку хорошую, распечатали, взбрызнули водичкой, и они все это погнали опять же забирать. Не нужно там ничего переставлять, убирать, сжимать, разжимать и все остальное. Пусть развиваются. Поверьте мне, если у вас в гнезде уже есть 6-7-8 рамок в гнезде до заставной, то вам не нужно до апреля месяца беспокоиться, что им там не хватит места. Они корм отсюда возьмут, и все те 6 рамок, 7 рамок забьют расплодом без проблем, если вдруг у них там не будет хватать места, и они так много вам засеют пчелы. Какие дальнейшие наши действия? Контролируем мед за заставными, даем вот таких вот подкормочек стимулирующих, пару штук достаточно по полкилограмма, это 1 килограмм. Если у вас нет меда в рамках, давайте мед сверху в пакете, чтобы он не растекался, или в марле. И также обязательно необходимо пасеку продезинфицировать и сделать определенные профилактические проливки. Как это делать, я покажу в следующем видео. Еще рано, нужно подождать, чтобы стало намного теплее, чтобы также была среднесуточная температура и ночью где-то не ниже плюс 10 градусов. Пока что ночи еще холодные, было недавно -3, поэтому какими-то проливками и всем остальным заниматься очень рано. Меня также спрашивали по пластинам. Я вообще противник пластин, особенно весной я противник вообще любой какой-то обработки, которая содержит химикаты типа флуметрина, флувалината, амитраза и так далее. То есть никаких таких тяжелой химии я не даю в улей. Кислота щавелевая также при таких температурах и тем более весной, когда уже 4 рамки расплода, это бесполезная трата времени, которая имеет лишь эффект плацебо для самого пчеловода. И никакой пользы она для семьи не несет, а только вред. Поэтому, если тепло, идет пыльца, а она идет, пчелы ее носят, сейчас просто уже не летают, время 7 час. Поэтому никаких дополнительных вмешательств не нужно. Не нужно проливать улочки, давать им какой-то перец, чеснок и так далее. Я уже об этом говорил. Посмотрите мое видео по поводу различных подкормок. Все это чушь собачья. Ни один пчеловод, ни одна кафедра пчеловодства, ни одного института, университета вам таких глупостей на данном этапе весеннем не скажет и не посоветует. Это просто выдумки самих пчеловодов, которые где-то когда-то услышали осенью, летом, поздней, уже такой хорошей весной в разгаре. Начали чего-то давать, показали в ютубе, а кто-то взял и посмотрел это в феврале. Начал практиковать, сказал другу, и вот они в феврале дают им полынь с чесноком, думают, что пчелам от этого будет только лучше. Поэтому повторяться не буду. Это видео относится как бы к такому совету по календарю пчеловода, календарные работы, которая вовремя выходит для того, чтобы вы имели информацию о том, что делать сейчас. Следующие работы, когда чуть-чуть потеплеет, я вовремя покажу, что необходимо делать. И хочу сказать, что все эти работы, календарь пчеловода, какие-то заметки, свои вопросы вы можете писать в телеграм-группу. Для того, чтобы на нее подписаться, достаточно сосканировать вот этот вот QR-код, который есть на экране, своим телефоном, и вы окажетесь уже непосредственно в этой группе. Подпишитесь на нее, и можете, там разделено все на темы, можете там найти бесплатные книги, задать вопрос, написать в какую-то существующую тему свои наблюдения, вопросы, по желанию, комментарии, участвовать в различном общении. Там есть ветка, тема «Все подряд», там можно писать обо всем, что касается пчел и ваших каких-то личных размышлений на эту тему. И я желаю в данном случае всем вам хорошего весеннего старта с вашими пчелками, интенсивного бурного развития. Всем мира, здоровья, пока.